Знаете, прошло уже 5 лет, а мое кресло, оно не поменялось. Оно до сих пор скрипит, и оно до сих пор зеленое. Да, всем привет. Дорогие мои друзья, подписчики, огромное вам спасибо за то, что вы выбираете меня для того, чтобы просматривать реакции, и за то, что вы выбираете мои переводы. Я должен отметить, что именно в этом переводе я использовал искусственный интеллект и Google переводчик, чтобы перевести, потому что испанский я, к сожалению или к счастью, не знаю. И перед началом этого видео позвольте мне рассказать о Valor VPN, который я рекламирую уже 3 или 4 даже месяца. Я скажу вам, что уже более 300 человек пользуются этим VPN благодаря моей рекламе. И это потому, что этот VPN не такой уж и дорогой. И если вы находитесь в России, пользуйтесь этим VPN. И прошу вас, если у вас есть возможность использовать этот VPN и смотреть мои видосы, то смотрите мои видосы, мои переводы именно на YouTube. А если вы из России, я так понял, вы будете смотреть это видео через Дзен, Яндекс.Дзен или ВК-видео. А если вы не из России, сзади идет машина, едет машина, то вы это смотрите через YouTube. Ну и давайте же начнем. Всем привет! Как дела, ребята? Спасибо большое, что вы зашли на мой канал Международные школы пения. Я Монсе Бермудес, певица-сопрано и преподаватель вокала. На следующую видеореакцию вы дали мне очень много советов, и больше всего вы попросили незабываемый день. А еще мне сказали, что в конце будет сюрприз, так что поехали! Какая красивая мелодия. Струнная музыка. Это всегда очень романтично. Bir көргеннен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. До сей поры мелодия была очень-очень красивой. Сначала струны создавали мелодию, потом Димаш остался наедине со своим воздушным голосом. И он оказался в очень комфортной для себя зоне, кажется, где-то около до 4-й октавы. Дальше особо ничего и не происходит. Я думаю, что для него это очень комфортная зона. И, кстати, что я заметила, у него очень искреннее выражение, прям он очень вовлечен в песню, по-настоящему влюблен, с большой страстью. И когда он начал петь, фортепиано уже его сопровождало, струны исчезли. Так, я вернусь обратно, и мы продолжим. Тут, там, везде цветы. Qué bonito. Ay, qué chulo. Так. Это была очень красивая строчка в песне. Он ее классно подал. Голос у него прям бархатный, очень красивый и передает много спокойствия и одновременно много любви. Как будто это все передает он. А еще я увидела очень много цветов на сцене, там и тут. И его контакт с публикой, он такой неформальный. Не как будто нет ощущения, что они далеко, а есть ощущение, что наоборот, они очень близко. И кажется, что все пропитаны этой атмосферой. Они ему отдают, а он им в ответ. И все это очень красиво. И все эти строчки, которые он спел, это было очень красиво. Его голос находится в комфортной зоне. Безупречно, отлично.
Здесь он поднялся на полтона. Oh, qué delicadeza. Жүрекке ешкім жүргіз алмас әмірі, сөндір алмас сезімімнің жалынын. Бақыттымын Mira cómo se rima. сеніке, Qué bonito. тағдырыма тарту етсе тәңірім. Мне нравится лицо, выражение лица. Мне нравится выражение лица Димаша. Очень нравится, потому что видно, что он поет со страстью и отдает всю эту любовь публике, как будто он посвящает эту любовную песню этой публике. И в свою очередь из-за этого публика вовлечена в песню. У него всегда классное выражение лица и классная манера пения. Окей, музыка начинает набирать все больше и больше энергии. И вот теперь мы слышим, как его голос стал больше. Здесь он уже раскрывает свой теноровый голос, и это начало придавать голосу чуть больше изюминки. Это уже не тот воздушный голос, это уже почти фальцет, более проработанный. Очень классно. Теперь он уже перешел в другую область в голосовом плане, но он до сих пор находится в своей комфортной зоне. И я думаю, что ему вообще не сложно, он вообще не напрягается. И это уже 4-я октава, почти тянется к 5-й. Очень круто. Его голос стал более насыщенным. Он раздает поцелуйчики. Cara de amor, muy bien. Seni canım kıymayman, kıymayman. Sí. Да, теперь он точно в 5-й октаве. И он просто с легкостью взял эту популярную грудную до. Здесь уже ми. Muy bien. Bueno. Итак, здесь он спел фа диез 5-й октавы, но очень отчетливо и с микстовым голосом. Просто безумие. Я отмотаю назад немного, да? Он подготовился, снял ушной монитор и начал петь эту длинную ноту. Fa sostenido. Un fa y un fa sostenido. Как он играет с микрофоном? Brutal. Qué subidón. Это уже сопрано. Си бемоль в 5-й октаве. ¿Eso qué es?
Это свистковый регистр, но где именно это было? Madre mía. Давайте я еще раз послушаю. Да, я слышала ре третьей октавы, но это было какой регистр вообще? 7 или 8? A ver. Ese es. Мама моя, это либо 7, либо 8 октава. Нота фа? Я не знаю. Но это был точно свистковый регистр, и мне показалось, что его голос вибрировал. Давайте посмотрим еще раз. Это же какое безумие вообще. Madre mía. Мать моя женщина, я такого никогда не слышала. Я не слышала tampoco такую la había ноту от oído yo. человека. Yo Я había oído слышала los свист. Wizard Boys Это до? hasta Это нота до. el... 8 же октава, да? Или... Hasta el do. A ver. Да, похоже, это до 8. Да. Я не знакома со свистковыми нотами, кроме как свистковые ноты Мэрайи Кэрри. Да. И кроме того, это же сумасшествие какое-то. Ребята, я вот честно, я продолжаю слушать эту песню, но тот свист, он до сих пор играет у меня в голове. Какое сумасшествие! Какое варварство! Y su... Вот знаете, этот свист, он остается у вас в голове, а то, что вы слышали ранее, все нормально, оно просто забывается. Боже мой. Просто невероятно. Этот парень потрясающий. Он всегда дает вам больше. А все начиналось так красиво, романтическая музыка, все было классно, все было мило, а потом бац, и сюрприз. И такой очень крутой. Я прям, когда слушал эту ноту, она как будто пронзила меня и прошла через меня. Я лучше пойду и дослушаю эту песню. Спасибо, ребята, огромное за то, что вы порекомендовали мне эту песню и всегда рекомендуйте мне классные песни. Мы будем продолжать слушать Димаша и делать реакции на него. У меня всегда мурашки при просмотре Димаша. На днях он даже довел меня до слез. А сегодня вот такой вот сюрприз. Я никогда раньше не слышал, чтобы человеческий голос издавал такой звук. Это было просто потрясающе. Большое спасибо. До следующего раза. Чао-чао. И чао всем моим подписчикам. Всем огромное спасибо за просмотр. Как и всегда, ребята, я ценю вас. И всем пока.